Сегодня мы поговорим про историю большого глобального обмана. Произошла она давно, но она очень показательна для нас сегодня. Эта история не об МММ, не о каких-то сомнительных инвестиционных инструментах, не о том, как циничные мошенники обманывали простых граждан, но о том, как очень умные и в высшей степени квалифицированные люди обманывали других очень умных и квалифицированных людей на протяжении как минимум 10 лет. Не зря главная книга об Энроне называется «Самые умные парни в комнате». Мы решили записать эту историю сейчас по одной простой причине. Сегодня очень умные и в высшей степени квалифицированные люди так лихо ворочают российским федеральным бюджетом, что вроде бы у государства все в порядке, на все хватает, но деньги будто бы испаряются непонятно куда. Испаряются в макроэкономических масштабах. Дефицит растет по триллиону в месяц. И есть смысл тут провести аналогию, что работает все как у Энрона, ровно до тех пор, пока кто-то не начнет задавать вопросы. Что если мы имеем дело просто с большим глобальным обманом? Что если нынешняя ситуация с бюджетом – это просто неизбежное разрушение иллюзий и возвращение к реальности? Поговорим сегодня об этом. Только перед тем, как начнем. В описании мы закрепили инструкцию, как обходить блокировки в России, чтобы YouTube не тормозил, а мессенджеры звонили. Спонсор этой инструкции – MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, которыми вы сможете оплачивать подписки и платить за границей, как карты зарубежного банка. Ссылка на MaxSwap в описании. Прежде чем обсуждать банкротство, поговорим об успехе компании. История Enron началась со слияния двух компаний, занимавшихся поставкой газа потребителям. В российских терминах это были бы Небраска Межрегионгаз и Хьюстон Межрегионгаз. Так вот, они объединились, и получился Enron. В середине 80-х молодая креативная команда менеджеров этой крупной корпорации увидела возможность там, где другие видели одни проблемы – на газовом рынке Соединенных Штатов. Тогда правительство решило модернизировать всю газовую отрасль в стране и для этого отказаться от регуляции, чтобы стимулировать конкуренцию. Государство отпустило цены на газ и позволило торговать им кому угодно. Раньше продавать газ мог только бизнес, у которого есть труба, а теперь любой, кто мог заплатить за аренду трубы для транспортировки. И, похоже, из всех компаний с газопроводами к ситуации оказалась готова только компания Enron. Остальные, по большей части, хотели вернуть все как было и пытались приспособиться к новым условиям. Ведь цена на газ стала рыночной, а значит, начала колебаться от любой поломки на трубе или скважине, от новостей о забастовках и даже от погоды. Стало непонятно, по каким ценам продавать и как объяснять потребителям, чего эти цены такие разные. Для команды Enron же это стало возможностью. Газ оказался активом с волатильной, быстро меняющейся ценой. На торговле им, как оказалось, можно заработать гораздо больше, чем просто гоняя газ по трубам от поставщика к потребителю. Enron начал торговать газом как нефтью, играя на колебаниях цены. В идеале, конечно, можно было замутить прям биржевую торговлю, но начали с внебиржевой. Менеджеры Enron висели на телефонах, обзванивали потенциальных клиентов и предлагали им купить краткосрочные контракты как вложение. Мол, купите сейчас, продадите, как цена подрастет. Сам Enron тоже вкладывался в такие контракты и получал немыслимые прежде в этой отрасли прибыли. В начале 90-х Enron пошел еще дальше. Начал торговать не текущими, а будущими поставками. Они пользовались большой популярностью. Ведь так решалась проблема колебания цены, а старомодные газовые компании хотели, как во времена установленных государством цен, заранее знать, какая будет цена через полгода. В Enron придумали продавать им контракты на полгода или год вперед. Взять на себя риски изменения цены, но не бесплатно, и на этом зарабатывали. В 1999 году Enron запустил собственную электронную торговую платформу Enron Online. Это была первая в мире полностью веб-базированная биржа для торговли энергоресурсами. Любой клиент мог зайти на сайт, выбрать контракт, сравнить цены и заключить сделку напрямую и только с Enron. Это позволяло компании контролировать ликвидность и устанавливать выгодные условия. И опять же, зарабатывать много денег. Enron Online изменила рынок. Вырос объем торгов на всем газовом рынке. Сделки заключались мгновенно, порог входа для клиентов становился все ниже. Что создало репутацию Enron как технологического лидера в энергетике и финансовой инженерии. Рынок реагировал с энтузиазмом. Акции росли день ото дня. Прибыль была огромной. Enron буквально создал новый способ делать деньги.
Аналитики называли компанию интеллектуальной корпорацией будущего, а Fortune 6 раз подряд признавал ее самой инновационной компанией в стране. На работу в Enron стремились попасть лучшие выпускники бизнес-школ, а руководители компании выступали на форумах, в университетах, в политических дискуссиях о будущем энергетики. У Enron была репутация этичной и ответственной компании. Они жертвовали миллионы на благотворительность. Много говорили о том, как важно поддерживать сотрудников и сообщество вокруг себя. Успешный успех, деньги рекой, репутация практически как у Илона Маска до того, как, с его репутацией начались проблемы. Но история наша про банкротство. Предпосылки для краха развивались одновременно с ростом компании. Поговорим об этом после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Иммиграция в США – тема, в которой можно запросто потеряться. Формы, сроки, переводы, разные мнения от знакомых – все это чаще мешает, чем помогает. На самом же деле успешный переезд начинается прежде всего с понятного плана. Именно его помогает сформировать M&M Document. Это команда, которая помогает получить грин-карту, то есть постоянный вид на жительство в США через визу талантов. С правом жить, работать и получить паспорт через 5 лет. M&M специализируется на иммиграционных программах EB-1 и EB-2 NIW. Для получения одобрения по ним вам не понадобится работодатель, не требуется сверхдостижений вроде Оскара или Нобелевки. Это программы для тех, у кого есть профессиональный опыт и реальные достижения в своей сфере. Вы можете быть как IT-специалистом, так и врачом, ученым, руководителем, архитектором, спортсменом или просто профессионалом своего дела. Список подходящих специальностей и критериев гораздо шире, чем многие думают. Весь процесс от оценки шансов и выстраивания стратегии до подачи петиции и получения грин-карты команда берет на себя. M&M не действует по набору шаблонов, а точечно работает с каждым кейсом. Офис компании находится в Нью-Йорке. Их специалисты хорошо понимают, как проходит процесс одобрения. У них был опыт работы со сложными кейсами и с другими иммиграционными программами. А 6 июля компании исполнилось 3 года. В честь дня рождения они сделали скидку в 20% на подготовку кейса по программам EB-1 и EB-2 NIW. Чтобы узнать, подходит ли ваш случай для этих программ, оставьте заявку по ссылке в описании. С вами свяжутся, подробно расскажут, как все устроено. Вы сможете записаться на консультацию с экспертами, которые дадут вам четкий план действий, рекомендации и, при необходимости, сопроводят при подготовке кейса и помогут получить грин-карту. Скидка в 20% действует только до 1 сентября. Успейте ее получить, ссылка в описании. Проблемы Enron начались примерно тогда же, когда начался путь к успеху. Компания была многопрофильной, заходила в разные бизнесы, не только газовыми контрактами торговала. Однажды построили электростанцию в Индии вообще, и только потом обнаружили, что местные традиции одобряют подключение к электричеству мимо счетчика. Попытались разрулить с местными властями, но ничего не вышло. Местные политики вступили за свой электорат. Подключаются и подключаются. В чем проблема-то? Так что вы со своей электростанцией знаете, куда идите? И таких убыточных проектов было много. Enron мог признать ошибки и списать убытки. Ну как? А что акционеры скажут? А вдруг акции упадут? Не напишешь же в отчетах слово «убыток» на голубом глазу. И в корпорации стали искать, нельзя ли сделать так, чтобы никто не понял, что у них убытки. И намутили несколько схем, по тем временам даже почти законных. Во-первых, в ход пошла бухгалтерская хитрость. Они стали записывать прибыль сразу на годы вперед. Заключили контракт на поставку газа на 10 лет. Сразу записали в квартальный отчет всю предполагаемую прибыль за все 10 лет. В квартальном отчете проливается золотой дождь. Инвесторы радуются, акции растут. Но в реальности деньги придут далеко не сейчас. И вообще не факт, что придут. Может, завтра контрагент этот контракт разорвет. Но в моменте для Enron все это было неважно. Важно, что отчет хороший и акционеры довольны. Во-вторых, Enron наловчились выкидывать из баланса долги и убыточные активы. Для этого регистрировали дочернюю компанию, в которой складывали весь шлак. А чтобы эту дочку не пришлось упоминать в отчетах, нашли лазейку. Если дочерняя компания на 3% принадлежит кому-то еще, то все, она считается независимой и в баланс не вписывается. 3% найти было несложно, можно просто договориться, например, с банком-партнером. Не за бесплатно, но оно того стоило. Были и другие схемы, но суть примерно такая. Если появлялся убыточный проект, Enron прятал его с глаз долой.
Если появлялся потенциально прибыльный проект, Enron записывал всю потенциальную прибыль в ближайший отчет так, будто она уже пришла на расчетный счет компании. Провалов не видно, успехи преувеличены, скрытые проблемы растут, как снежный ком. При этом Enron была публичной компанией, а значит, у нее были аудиторы, которые должны проверять, правильно ли составлена финансовая отчетность, дает ли она представление о реальном положении дел в компании. И этим занималась одна из старейших фирм с безупречной репутацией. Аудиторы видели мутные схемы насквозь, но Enron был крупнейшим клиентом хьюстонского офиса фирмы и приносил десятки миллионов долларов в год. А еще сотрудники аудиторской компании после нескольких лет сотрудничества могли рассчитывать на переход на работу в сам Enron на высокие позиции с отличной зарплатой. Они были слишком заинтересованы в сотрудничестве и подтверждали вот эти хитро выкрученные отчеты Enron как настоящие. В итоге к осени 2001 года Enron была крупнейшим энерготрейдером США с рыночной капитализацией более 60 миллиардов долларов. Она входила в Fortune 10, считалась примером корпоративной эффективности. До ее полного краха оставались считанные недели. В самом конце 2000 года на Enron обратил внимание инвестор Джим Чанос. Его специализацией были ставки против роста акций. Он находил компании, которые считал переоцененными, и ставил на падение их стоимости. Чтобы найти переоцененные компании, он изучал их публичные финансовые отчеты. Так делают многие инвесторы, и в целом оценка компании обычно соответствует отчету. Но Джим Чанос не просто смотрел, как сходятся балансы, какой доход. Он искал странности. И в отчете Enron этих странностей было очень много. Прибыли были рекордными. Но Чанос не поленился посмотреть на денежный поток, и он оказался отрицательным. Инвестор заинтересовался, как же это так получается, прибыли рекордные, а денежный поток в минусе. Поискал получше и обнаружил какие-то непонятные забалансовые фонды. Те самые дочки, набитые убыточными активами. У Чаноса не было полной картины, но что-то тут не сходилось. Он решил, что Enron явно мухлюет, и крупно вложился против роста акций корпорации, поставил несколько сотен миллионов долларов. В это время, в самом начале 2001-го, акции Enron колебались примерно от 70 до 80 долларов. Чанос не стал скрывать своих сомнений. Он говорил с журналистами, советовал инвесторам открыть глаза на непрозрачность отчетов компании. Слова Чаноса бились с фактами, и в марте 2001-го в Fortune появилась статья с заголовком «Не переоценен ли Enron?». Цена акций болталась в районе 60 долларов. К лету предостережения Чаноса вовсю цитировали в финансовых изданиях. Вопросики стали появляться и у аналитиков банков, сотрудничавших с корпорацией. Всю весну и лето цена акций снижалась, опустившись к 30 долларам к августу. Но то были пока просто слухи, на что менеджмент Enron и упирал. Они говорили о срежиссированной информационной атаке, убеждали инвесторов, особенно акционеров из числа собственных сотрудников, тех, что держали акции Enron на пенсионных счетах, что компания в полном порядке, что в ближайшее время рынок это оценит. Акции вырастут и достигнут 100 долларов или даже выше. Но само руководство корпорации к тому времени уже распродавало собственные портфели. В августе нервы не выдержали у CEO, генерального директора Enron, Джеффа Скиллинга. Он выпустил пресс-релиз, сообщая, что увольняется, собирается отдохнуть и вернуться к преподаванию, к личным проектам. Тут уж насторожились даже те инвесторы, которые раньше преданно верили, что Enron отыграет все снижения. Осенью акции продолжили падение, и это была настоящая катастрофа. К середине октября они стоили около 15 долларов, и все понимали, нужно продавать. В этот момент, чтобы притормозить обвальное падение, администрация Enron заморозила пенсионные счета своих сотрудников. Некоторые из них проработали на Enron всю жизнь, платили налоги и отчисляли деньги на специальные счета. Работодатель поддерживал эти отчисления и докидывал туда дополнительные средства в акциях компании. Помимо этого, многие сотрудники сами покупали акции Enron. Доходно и надежно же. Безбедная старость, думали они, обеспечена. И вот в критический момент именно этих людей подставило руководство, чтобы просто оттянуть неизбежное. Больше 2 недель сотрудники бессильно наблюдали, как их накопления за всю карьеру, их планы на пенсию и жизнь исчезают, и сделать ничего не могли. В ноябре акции стоили меньше $1. Отрицать что-либо уже было бесполезно. Enron признал, что химичил с отчетностью, и в декабре заявил о банкротстве. Обанкротился не только Enron, но и компания-аудитор, та самая из топ-5 с безупречной репутацией. Дальше было расследование и суд.
Члены руководства Enron получили реальные сроки, а американские законодатели срочно занялись изменениями в законах, чтобы прикрыть лазейки, которыми пользовался Enron. А Джим Чанос, который всего за год до краха Enron сообразил, что компания рухнет, заработал на его банкротстве $500 миллиона. Enron вошел в историю и поп-культуру как эталонная корпорация зла. Умная, циничная, коррумпированная, готовая на что угодно ради денег. Выражения в духе «Enron-стайл бухгалтерия» стали означать мошенничество. На них оттоптались и Симпсоны. В одном из эпизодов появился аттракцион Enron Ride of Broken Dreams. Ну и другие сериалы тоже. Репутация корпорации зла оказалась тем более заслуженной, что Enron, как оказалось, сделал деньги на организации энергетического кризиса в Калифорнии в начале нулевых. В своей креативности они зашли так далеко, что убедили правительство позволить им торговать контрактами на электричество так же, как до этого они торговали контрактами на газ. А потом специально устроили дефицит на рынке, уводя энергию в другие штаты, чтобы взвинтить цены в Калифорнии. Дело дошло до веерных отключений. В это время не работали магазины и светофоры. Случились масштабные аварии. Люди застревали в лифтах. Пациенты на аппаратах жизнеобеспечения внезапно не могли дышать. А цены на электричество росли как бешеные. В 3, 5, 10 раз. Экономика Калифорнии потеряла десятки миллиардов долларов, но Enron заработал. Самое поразительное во всей этой истории не то, что компания с репутацией этичного, передового и интеллектуального бизнеса разочаровала инвесторов и фанатов. Не то, что это было самое крупное банкротство в США на тот момент. Поразительно здесь то, что весь успех Enron держался на иллюзиях и на желании инвесторов в эти иллюзии верить. Можно вводить всех в заблуждение некоторое время, иногда очень долго, но совершенно точно нельзя так делать все время. Можно долго изображать из себя успешную компанию, хотя в реальности твоя деятельность целиком свелась к припискам. Можно долгое время изображать, что война твоему государству идет исключительно на пользу, даже когда ты тихо погрязаешь в долгах. Но то и другое работает только до момента, пока кто-то не начнет задавать вопросы. Либо, как в случае с российским бюджетом, пока государство не начнет искать деньги совсем уж на любых условиях, ведь все его доходы – это займы. История Enron тем и похожа на историю путинского государства. Можно заниматься глупостями какое-то время, но невозможно заниматься ими бесконечно. Однажды все это заметят. До завтра.